Полноразмерные, по заявлению производителя, наушники, хотя больше они похожи на накладные, с возможностью использования их как по проводу, так и по Bluetooth соединению. Они имеют привлекательный дизайн и действительно топовые материалы. И сборка в этой ценовой категории отличная. На борту у них гибридное активное шумоподавление до 35 дБ, что довольно скромно для такого формата. Режим прозрачности, технология 3D пространственного звука, обнаружение ношения, за что огромный плюс, и отличная автономность, которой хватит однозначно каждому. Также они хорошо звучат на свою стоимость. Но так ли на самом деле дела обстоят у наушников под названием Ugreen HiTune Max 3, как это описывает реклама, сейчас расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня мы с вами будем тестировать не супер-мега топовый бренд Ugreen. У них хорошие провода, у них довольно неплохие зарядки и много всяких мелочей, которые они продают. Помимо этого, они уже давно делают ТВС-ки HiTune Max 3. Это накладные, не похожи на полноразмерные, беспроводные наушники. Активное шумоподавление здесь заявлено. Обещают 60 часов жизни с одной батареи. Автоматически определяют голову. Очень интересно. Это имеется в виду, наверное, датчики приближения. Что я сразу здесь вижу? Клей. Подача хороша. То есть коробка, цвет, блеск, красота. Я ожидал чего-то худшего. HiTune Max 3. У кого были подобные наушники, напишите, пожалуйста. Мне прям интересно ваше мнение. Ничего сверхъестественного, кроме лютого запаха клея. Упаковочка. Наушники очень походят, знаете, на что? Вижу, что здесь есть возможность подключения по кабелю на Huawei-вские наушники. Очень комфортно сидят, soft touch пластик. И почему у меня такое счастливое лицо стало? Потому что качественно собраны. Недавно я буквально 20 минут назад распаковывал что-то с ужасной сборкой. Здесь сборка лучше. Не скажу, что идеально ходят чашки, но неплохо. И самое основное, это, конечно, материалы. Плюс, как я вижу, амбушюры с эффектом памяти. Реально комфортно. То есть понятно, что без очков будет намного лучше, но в этом даже можно, по большому счету, даже бегать легко. Кнопки механика, не сенсоры, и, говорят по-английски, pairing. К сожалению, складывать нельзя. Тоже сразу фейл. 295 граммов. Из кабельного хозяйства смотрим. Здесь, скорее всего, два кабеля. Это Type-C-шный для зарядки и, разумеется, мини-джек на мини-джек. Кабель убогий. Это вам не Meizu. Не самый печальный, что я видел. Но сказать, что он какой-то вызывает ощущение вау, нет. А оно должно быть. Все-таки это вещь, которую вы покупаете для длительного использования. Кабель угриновский. Написано Ugreen Type-C USB-A. Не особо короткий, но не особо длинный. И, разумеется, петелечка есть. Карабина нет. Уши внешне понравились. Как говорится, все всегда зависит от звучания и стоимости. Стоимость смотрим по ссылке в описании. А про звук я постараюсь вам рассказать, плюс протестирую все остальное. Задержка, микрофоны вы услышите, как всегда, примеры. Ну и все, смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. И несмотря на то, что промиков сейчас в последнее время довольно мало, цены зато адекватные. На сегодняшний момент на Алиэкспрессе можно платить либо через Киви, через доллары. Смотрите мой телеграм-канал, там есть пост про то, как зарегистрироваться на Киви и это осуществить, либо банками, которые не под санкциями. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Полетели. Поставляются Max 3 только в черной расцветке. Тип наушников полноразмерные, закрытые. Но предупреждаю сразу, что некоторым людям амбушюры будут маловаты для того, чтобы называться полноразмерными. Дизайн мне лично очень нравится. Он минималистичен, без каких-либо деталей, которые могут со временем стереться. Вспоминаем анкера с напылением значка. Оголовье чашки выполнены из прочного пластика, покрытым софт-тачем. У оголовья есть мягкая вставка из пены с эффектом памяти, которая закрыта белковой кожей. Сила зажима оголовья хорошая, оно не доставляет дискомфорта и в то же время не дает наушникам слететь с головы.
головы. Отрегулировать размер можно до 30 мм, чего, как по мне, более чем достаточно. Чашки овальные и небольшие в размерах 94 на 77 на 28 мм. Регулируются они как по горизонтали, так и по вертикали. Далее, амбушюры мягкие, внутри у них та же пена с эффектом памяти и закрыта она той же белковой кожей. Размер по внутренней части 57 на 36 мм. Качество материалов очень хорошее, как и сборка. Поверхность наушников довольно быстро собирает отпечатки, и это не радует. На корпусе расположили маркировку Left и Right, название производителя, не совсем хорошо оформленный разъем USB Type-C, разъем мини-джек на 3,5 мм для использования по проводу. Также есть 5 микрофонов и физические кнопки, такие как качели регулировки громкости, кнопка включения-выключения, кнопка переключения между режимами активного шумоподавления, режимом прозрачности и обычным режимом. Последняя — это кнопка 3D, которая отвечает за включение пространственного аудио с динамическим отслеживанием головы. Помимо перечисленного, через кнопки можно переключать треки, ставить на паузу или воспроизводить музыку, ответить на входящий звонок или сбросить его и вызвать голосового помощника. Все стандартно, все как у всех. Летим дальше. Оснащены Max 3 40-мм динамическими драйверами с шелковой мембраной. Сертификация HRS Audio на борту, гибридное активное шумоподавление до 35 дБ. Меня очень удивило в итоге, как оно действительно неплохо работает, и в шумном месте нет необходимости выкручивать громкость на максимум, чтобы не слышать окружающие шумы. Пассивная шумоизоляция, к слову, тоже неплохая. А вот режим прозрачности не совсем корректно работает, так как разговаривать с собеседником, не снимая наушники, довольно сложно. Но если использовать его для безопасности при прогулке, то в этой ситуации режим прозрачности действительно хороший помощник. Отрабатывает он. Посадка лично мне удобная, после 2 часов дискомфорта я не обнаружил, что удивительно, так как изначально я считал, что сила зажима будет доставлять мне неудобства. Бегать в них можно спокойно, не боясь, что они слетят, но уши, разумеется, слегка потеют в них. На шее носить Max 3 можно без проблем. Далее поговорим о 3D звуке. Идея очень интересная, не новая, это делало уже Яблоко, и не только Яблоко, но работа данной технологии здесь конкретно не совсем корректна, да и впечатление создает мало. При прослушивании музыки, если поворачивать голову в разные стороны, при том, что источник, к которому наушники подключены, находится неподвижно, можно слышать, как звучание перетекает с одной стороны в другую, но происходит это с довольно заметной задержкой. Опять же, яблочные в этом смысле на 3 головы выше. Плюс Xiaomi уже такое делали. Вспоминаем последние 3T Pro Xiaomi, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Много кто делает, но хорошо получается только у топов. Если смотреть фильмы с этим режимом, какая-то атмосфера присутствует, но проблем в звучании достаточно, так как иногда звуки взрывов или даже шум машин может перекрыть голос актера. Голоса дублируются и слышно эхо. Как по мне, данная функция не до конца реализована. Далее, у наушников также есть датчик приближения, который, к слову, отрабатывает хорошо. Наушники автоматически подключаются после включения к ранее сопряженному устройству. Мультипоинта на борту, к сожалению, нет, в отличие от Meizu HD60, которые у меня были уже больше 2 лет. Оказалось, в них прилетела функция мультипоинта. По ссылке в правом верхнем углу на эти накладные наушники можете посмотреть обзор. Они однозначно не хуже, хотя они старше, но мультипоинт там есть. В шторке на смартфоне заряд аккумулятора показывает, что хорошо, анимации при подключении я не обнаружил, летим дальше. Как я уже говорил, Max 3 могут работать по проводу, который, к слову, в длину на 1,2 метра, так и по Bluetooth соединению. Bluetooth здесь версии 5.0, не последний. Связь с устройством, с которым они в паре, держат хорошо, и без причины они не отваливались. Через 2 стены не отваливались, и фризов я не наблюдал, но если отойти от устройства на 8-10 метров, то звук будет пропадать. Не полностью, но все равно уже помехи начнутся. Емкость аккумулятора 650 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 37 минут, у меня так занял. Производитель заявляет, что они смогут прожить 40 часов с включенным активным шумоподавлением ANC и 60 часов с выключенным ANC режимом. В моем случае на 65% громкости с выключенным режимом активного шумоподавления по кодеку AAC, если прослушивать музыку по 3-4 часа в день, то 50% заряда хватит на 8-10 дней. И, к слову, 10 минут подзарядки дали 4 часа 46 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Это космос. Но есть 2 минуса. У них нет автоотключения. Если они разрядились, то, подключив их к смартфону по проводу, они работать не будут, даже если наушники заряжены, но находятся в выключенном состоянии. Чтобы звук воспроизводился по проводу, их все равно нужно включить. В любом случае, 10-минутная зарядка очень даже спасает. Далее, приложение, к сожалению, производитель не предоставил. Вряд ли оно будет. Из кодеков на борту AAC и SBC. Задержка на YouTube
YouTube незаметно, но в играх присутствует небольшой рассинхрон. Играть можно, но не всем комфортно. А вот просматривать фильмы или видео на YouTube можно без проблем. Примеры вы сейчас увидите, как всегда. Микрофоны. Отрабатывают они неплохо, если использовать в помещении проблем нет никаких, а на улице в шумном месте им приходится относительно несладко. Примеры вы сейчас опять же услышите. Пример работы микрофонов рядом с дорогой у Green HiTunes Max X3. И что можно сказать? У Green делает отличное кабельное хозяйство, великолепные, в принципе, относительно великолепные аксессуары, и решил делать наушники. Наушники он делает довольно давно. У меня уже было несколько обзоров их ТВС, True Wireless Sound наушников беспроводных, капелек, затычек. По-моему, вкладыши они тоже продают. Вот сейчас они начали продавать еще беспроводные наушники, накладные, потому что полноразмерными они, может быть, будут для меня. У меня уши не особо большие, по большому счету ухо полностью помещается в чашку. У многих оно не поместится, я бы сказал, даже у, наверное, большинства. Главное, для чего мы сейчас собрались, для того, чтобы вы услышали, как отрабатывают микрофоны, говорю я четко, внятно, но не особо громко. В идеале наушники должны справляться, их микрофоны. Почему? Потому что в больших наушниках большие микрофоны. Шучу. Потому что у Green, в принципе, очень плохих наушников и не делал. То есть то, что я тестировал, оно никогда не отличалось особо приятной внешностью. В этом случае внешность приятная. Но все движется вперед. Они молодцы, хорошие материалы, неплохая подача. И для этого всего отличный ценник. Поэтому оценивать вам, а так смотрим. Звучание я тестировал в основном через Bluetooth соединение по кодеку AAC, также прослушивая музыку через FIA K5 Pro по проводу и через плеер ShunLink M8. Разницы в звучании по проводу и по воздуху практически нет, и разницы в звучании при подключении к FIA K5 Pro или к смартфону также практически нет. Если говорить о стоковом звучании, оно однозначно басхедное. Громкости лично мне хватает, хотя, возможно, кому-то ее будет маловато, но тогда лучше к лору идти. Каши нет даже на 100% громкости, так что любителям качающего баса однозначно зайдет. Бас объемный, в меру упругий, но с сильным акцентом. Средний бас, разумеется, в наличии, и он хорошо ощутим. Средние частоты с отличной проработкой, высокие частоты в некоторых моментах глуховаты, но в целом они неплохо звучат. Детализации по мне не хватает, но опять же это после последних наушников, пусть даже открытого типа, но они уже аудиофильские, вчера были. Хифманы, XS-ки, кто знает, тот поймет. По ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть на них обзор. У этих сцена шире средней, подойдут данные наушники для прослушивания музыки, таких жанров как электроника, любые жанры, где идет акцент на бас. Также можно послушать легкий рок, ну и, конечно же, современную музыку. Минусы: нет кодеков высокой четкости, нет мультипоинта, также нет приложения. Добавок 3D звук не совсем порадовал, если говорить о звучании, то ему не хватает детальности и натуральности. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды опять же смотрим в моем телеграм-канале, не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи, нас там уже 8000 человек. Есть вопросы, задавайте. Хамства, мата и рекламы там нет. А вот специалистов хватает. А главное, все на опыте. По поводу телеграм-канала скидок, возможно, на момент вашего просмотра появятся скидки. Допустим, вчера начали продавать Poco F3 GT по довольно неплохому ценнику, учитывая курс на Киеве. За 36 тысяч рублей это прям цвет, блеск, красота, учитывая, что сейчас порог в 1000 евро по таможне. И можно заказывать свободно даже ноутбуки. В итоге, если у кого-то будут деньги, мне кажется, даже на Авито можно будет дороже нераспакованные продавать, но не рекомендую, потому что все бывает, так сказать. Я не про этот бизнес, а про то, чтобы себе купить. Подобные вещи хороши, заходите в телегу, увидите, что там есть. Резюмирую, наушники у Green HiTunes Max 3 действительно хороши внешне и собраны отлично. Вдобавок есть чехол для переноски, что очень удобно, отличная автономность, удобная посадка и великолепное управление через физические кнопки. Я за них, не за сенсоры. Также есть неплохо реализованная
активное шумоподавление, а звучание по большей части только для любителей баса, то есть для большинства. Не забываем подписываться с колоколом, ставим лайк за труды девайсу. Скромная, да, так как есть в этой ценовой категории наушники, которые, по моему мнению, может быть, в какие-то моменты даже лучше себя показали. Обязательно к просмотру, если вы ищете подобное, Anker Q20, Anker Q30 и Anker Q35 по ссылкам в правом верхнем углу. Думаю, тогда у вас вопросы отпадут, что купить, когда вы посмотрите эти обзоры и комментарии к ним. Добра и удачи вам, дорогие друзья!